Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Кто знаком с моими работами, уже видели в одном из роликов вот этот растрепанный полушубок. Я шила из отдельных его участков домашние сапожки. Кому интересно, ссылку я на них оставлю в описании видео. Кстати, за те сапожки я получила от Роснефти диплом и ценный подарок. Это я участвовала в ежегодном творческом конкурсе. Ну, из того, что у нас осталось, что у нас имеется, я буду шить жилетку, вернее, безрукавку. Надеюсь, получится красиво. Шубка изначально состоит из отдельных кусков. При подборе участков я поняла, что отдельные кусочки меха придется стыковать. Есть очень интересные, красивые участки, а есть, те, которые, наверное, придется выбросить просто. Для раскроя я воспользуюсь вот этой выкройкой. Я уже по ней шила жилетку, которую носила всю осень. Жилетка была с капюшоном, и мне в ней было очень комфортно. Вот я разложила на полу, и вот что у меня имеется. Это неполные части рукавов и спинка с небольшими участками полочек. И расположить мне надо будет детали таким образом, чтобы рисунок совпадал, потому что отдельные участки, но они не совсем одинаковые. И вот я положила выкройки, и видно, что они не умещаются. И придется отдельные участки меха, отдельные кусочки меха стыковать. Вот я определилась с серединой, нашла середину, вот она. И сейчас по этому месту я сложу. Вот я положила выкройку, и теперь видно, что выкройка выходит за края меха, и здесь придется надставлять. Я сейчас очерчу выкройку и вырежу, не делая припусков, потому что мех сшивается по краю среза. И вот я очертила, и мех я режу канцелярским ножом, держа мех на весу. Вот таким образом, аккуратно. Вот так. Сейчас я формирую полочки. Я подобрала одинаковые кусочки меха, вот такие, и один кусочек меха я уже вот здесь пришила. И теперь я смотрю, как мне лучше положить. Вот видно, что здесь вот такой вот излишек есть. Но я вижу, что здесь мех на тонкой мездре, здесь кожа толще. Конечно, выбор у меня за более прочную основу. Мне надо убрать вот этот излишек. Я его оставляю внизу, сверху накладываю деталь, которая остается. И заправив вот таким образом мех, я просто очерчу и затем лишнее срежу. Я хочу показать вам, как делается скорняжный шов. Ну, сначала про иголку. У меня игла для шитья кожи с широким ушком и с круглым кончиком, с очень коротким и острым жалом. Я прокалываю оба слоя кожи и делаю в эти же проколы второй такой заход. И дальше, отступив немножко, следующий шаг и опять. Этот шов, он, даже если вы его разрежете, он не будет распускаться. И вот так это выглядит.
Вот, и вы видите, что он абсолютно незаметен. Я собрала детали без рукавки из кусочков. И вы видите, что по всему периметру я приклеила полоски дублерина, чтобы укрепить края. Надо понимать, что утюгом надо действовать предельно осторожно. Буквально на секунду прижала утюг и убрала. За это короткое время дублерин успевает приклеиться, и кожа остается мягкой. Если подержать подольше, кожа просто задубеет. Но при работе с мехом возможен и вот такой шов через край. Если с корняжным швом я брала нитку, делала шов в одну нитку, то шов через край я беру в 2 нитки. Ну и этот шов, он быстрее, в 2 раза практически. Я вспомнила, что я в 90-х шила себе шубку из кусочков искусственного меха. Там тоже нужно было подбирать под рисунок. И проносила я ту шубку не один сезон. Она мне очень нравилась, и носила я ее с длинной драповой юбкой, которую тоже сама шила. А эту шубку, я даже не знаю, зачем я ее покупала. Я ее даже 1 сезон не носила. И ведь мы делаем необдуманные покупки довольно часто. Наверняка у вас, у каждого в шкафу лежит вещь, которая также спонтанно была куплена и которую вы, может быть, даже ни разу не надели. И вот у меня готовые детали. Полочка, спинка. И теперь я буду соединять эти 2 детали по боковым срезам. Таким образом я их совмещу и также швом через край соединю. Так это выглядит с лицевой стороны. Точно так же я сейчас соединю вторую полочку со спинкой. И теперь вот эти выпуклые швы, которые у нас образовались, надо их как бы немножко раздвинуть, надо их помять, чтобы они стали более плоскими. И тогда полотно у нас будет с лицевой стороны ровное. Дальше я решила шить на машинке. Я поставила на машинку вот такую иглу для кожи к бытовым швейным машинкам 110 номер. Соединила плечевые швы самой крупной строчкой зигзаг. Выкроила обтачку из плотной ткани. Она похожа на искусственную замшу. Также пришила на машинке. Отвернула и пришила к основе нитками в 2 сложения, крупными стежками, прихватывая кожу короткими стежками и стараясь не захватывать ворс, чтобы у нас с лицевой стороны ничего не примялось. Стежки эти потом закроются подкладочной тканью. Ширина обтачки 3 сантиметра. Ну, а дальше такую же обтачку я сделаю по горловине и по полочкам. Я пришила по полочкам и горловине обтачку, укрепленную дублерином. Ширина обтачки 6 сантиметров. И вот я ее подвернула, и сейчас я ее также приметаю широкими стежками. Я приметала обтачку, и сейчас буду подворачивать низ жилетки. У меня здесь проклеено дублерином. Ширина дублерина 3 сантиметра. Вот на эту ширину я подверну и точно так же приметаю, как и обтачку. Я изменила свое решение. Я просто подшила низ швом через край. Вот к основе пришила. Не знаю, как это поведет себя в носке. Наверное, это не технологично, но решила ничего не переделывать. Это кролика как-то сильно заморачиваться, думаю, не стоит. Это не какой-то ценный мех. Вот, посмотрим. Мне кажется, нормально будет.
подкладку выкроила из саржи по тем же выкройкам, что и верх. Я решила сделать стежку, простегать синтепоном. Я взяла самый тонкий синтепон, скроенную деталь из синтепона я расслоила надвое. Вот я думаю, что этого достаточно вполне. И сделаю стежку ромбиками. Я расчертила заготовку по ширине вот этой линейки. Ширина линейки 3,5 сантиметра. И теперь под машинку. Так у меня выглядят простеганные детали. Такие они с изнанки. И теперь мне надо их осноровить. Я начала осваивать новые профессиональные термины. Вернее, для меня они тоже были новыми. И теперь пошли вопросы, а что такое осноровить? Этот вопрос мне уже задали 3 зрителей. Осноровить — это значит, вот я сейчас выровняю по нашей выкройке, то есть и это будет уже подготовленные детали для дальнейшей работы, как мне подсказали. Как же мне нравится в подкладке саржа. Ну, во-первых, и она эстетично выглядит, и потом то, что сейчас используется в основном синтетика, она электризуется, а саржа ткань натуральная. Что дальше? Вот мы соединили боковые швы, соединила плечевые срезы. Ну и дальше я совмещаю плечевые швы подкладки и верха. Также совмещаю боковые швы. Ну и потому, как у нас здесь обтачка, я буду подворачивать вот таким образом подкладку и пришивать потайными стежками. И вот так я все пришила потайными стежками. Вшила 2 петли для пуговиц. Дальше я выровняла подкладку, чтобы все было ровно. Подвернула подкладку, прошила на ножевульке. И дальше я проложила меловую строчку шириной в 3 сантиметра. И дальше по этой намеченной линии я швом козлик закрепляю подгибку. Шов-козлик начинается с левого края. И вот таким образом не спеша дошью до края. Здесь я уже все это сделала. И вот так это выглядит. С обратной стороны это выглядит вот таким образом. Здесь цепочка двойная. Лишнее я срежу. Подшивать я закончила. Так выглядит подкладка. Еще я пришила пуговицы, они на ножке. С изнаночной стороны я к ним подшила маленькие пуговички. Застежка на воздушных петлях. Шила я их из ткани обтачки, вот из такого рулика. В названии видео я поставила вопрос, а стоит ли овчинка выделки? Вопрос больше риторический. Все же стоило. Этот мех мне давно не давал покоя, хотела давно из нее шить теплую жилетку. И она получилась уютной и теплой, может быть, кого-то подтолкнет к переделке своей старой шубы, или не старой, как у меня, а которая, в общем, не носилась. Ну, это
дешевый кроличий мех, а выбросить все равно не хотелось. Вот такая жилетка у нас получилась. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.